You can do that. Oh, that's weird. Yeah, and then you'll see the controls. Okay. Shall I go ahead and record? I think I got everything here. I think I have my photos. Okay. Okay. But let me just hit record. Отлично, спасибо, хорошо. Я очень рада вас видеть. Как вы сегодня, как вы чувствуете себя? Все хорошо? Отлично, здорово. Сегодня я хочу сейчас сначала показать вам наш план и что мы это сначала здесь и сейчас у нас поделится экраном. Да. Хорошо. Кто хочет почитать наш план на сегодня? Может быть, Грушенька, вы хотите? Мы присмотрим, вспомним, как использовать который и как строить активные причастия настоящего времени и затем научимся строить причастия прошедшего времени. Отлично. Да, сначала мы вспомним, как строить и как использовать который. Хорошо? И потом после этого мы научимся строить активный залог активный залог причастия настоящего времени и потом прошедшего времени. И потом номер 2, кто хочет почитать это? Михаил, пожалуйста. Warm-up, мы споем песню «Звезда по имени Солнце». Да. Ага, хорошо, да. Это наша культурная тема на сегодня, это музыка Виктора Цоя. Да, и потом студенты, они будут использовать новую грамматику во время обсуждения и во время интерактивных действий. Ну, сначала давайте вспомним, как строить и как использовать который, да, который. И вот у меня есть вот эти кусочки бумаг, да, эти кусочки бумаг. So on each piece of paper, there is a clause, and some have a subordinate clause on them. So basically, at one point, they were a complete correct sentence, but now they've been torn up into separate clauses. So see if you can find at least 2 pieces of paper in one of the small piles that I give to you, and see if you can make a correct sentence using который. Да? Пожалуйста, постройте, правильно постройте предложение, используя который. Да? Кто может это делать? Кто может это делать? Пожалуйста. So let's see. Anyone here? On these pieces of paper. Будьте здоровы, будьте здоровы, будьте здоровы. Уже. Вы уже построили предложение? Да, Надежда, у вас есть предложение? 2 предложения. Уже 2. Так, слушаю вас. Хорошо.
Она занимается в библиотеке, которая находится далеко отсюда. Ага, хорошо. И по сути этого, so what would you say который, которая in the sentence, what does it mean exactly? It's the library itself. Это библиотека. Это like it's not affected by the first clause. Yes. So the который, it agrees with the antecedent. The antecedent is the subject that is the subject of the sentence and sometimes doing the action. Который or которая basically means who or which or that and is a relative pronoun. Nadezhda, do you have another sentence? Да. Let's see. Ты идешь к этому профессору, который был мой любимый в прошлом году. Супер, да, здорово, отлично. Бела, вы построили предложение? Да. Он говорит о друге, который всегда опаздывает. Хорошо. Михаил? Она подготовится к экзамену, который находится на этой улице. Экзамен находится в этой улице? It could be. Может быть. Yeah. Мгм. Or который я сдала. Вот, да, который я сдал в прошлом году. You have another exam. Да, да. But you're getting the concept of agreement. So который, it agrees in the gender and in number with the antecedent. But sometimes the grammar the grammar behaves in которий's own subordinate clause. А Грушенко? Okay, wait. Can you tell me what tansuya means? Tansuya? To dance. Okay, so never mind. Okay, I don't actually know. Ты идешь к этому профессору, который редко танцует. That could be right. Ты Да. идешь к... You go to that barely dances. Да, который Yeah. редко So танцует. these like I don't feel like So let's just take a very I have, basic like, a example. Да, он variety. любит девушку, которая читает книгу. So it agrees with the antecedent, with the subject that's doing the action of the verb. It agrees in gender and in number with that antecedent. А как иначе это сказать? Если мы не хотим использовать который, как сказать, да, это иначе? What would be another way of formulating the sentence without the use of который? Bella? Он любит девушку, читающую книгу. Девушку. Okay, so what I'm sensing, what I'm hearing is the use of a причастие, active one. So, I heard читаю, Читающая. Шую. Отлично, отлично, вот правильно. Книгу, супер, здорово. Как вообще построить? So how do you actually? I have to get Helen for just a second. How do you build a participle, an active one? You change it to the oni form. Mhm. Oni form, and then you take off the T, right? Or whatever. You take off the last like part of it, and then you add like you add an ending that agrees. Точно. Отлично. Transgender number. Да? Супер. Так что спрогайте глагол в множественном числе. So you conjugate the verb into the plural form третьего лица of the third person. И затем, so here we have our conjugation. Они читают. Затем ты
заменяется вот наш, и потом прилагательное окончание. Причастие согласуется с этим словом в числе, в роде и в грамматике. And here, the adjectival ending is going to agree with the antecedent, both in grammar, and in number, and in gender. Вот поэтому. Хорошо? Да, я думаю, что вы понимаете это. Спасибо, отлично. И сейчас мы научимся строить активный залог причастия прошедшего времени. Хорошо? So we're going to go into the past. We've done the present tense of the participle. Now let's go to the past. But instead of showing you right away the grammar, я хочу, чтобы вы увидите вот такое причастие прошедшего времени в контексте, в оригинальном контексте, чтобы вы услышали это. So I'd like to first show you some authentic text that actually has a past participle that is active in it. And then from there, after we recognize that, then we're going to work with learning how it is built. Okay, so so we're going to listen to, this is our cultural topic, and we're going to listen to это песня Виктора Цоя. And what I've prepared, пока вы слушаете эту песню, вы можете вписывать в бланки, в пробелы. So I'm giving you also a handout that has the text of the song. And there are a couple of blank areas, so it's a partial transcript. Впишите в бланки слова, которые вы услышите. So write the words that you hear that belong in the blank. Да? И после того, как мы послушаем песню, после этого мы обсудим, да, где активный залог причастия прошедшего времени. Хорошо? Белый снег, серый лед, на растрескавшейся земле, одеяло лоскутным на ней, город в дорожной петле, а над городом плывут облака, закрывая небесный свет, а над городом голубый дым. Если хотите, можно попеть. Тысячи лет прожитых под светом звезды по имени Солнце. И 2000 лет война, война без особых причин, война тела молодых, лекарства против морщин. Красная, красная кровь, через час уже просто земля, через 2 на ней цветы и трава, через 3 она снова жива и согрета лучами звезды по имени Солнце. Интересно. Какие слова вы узнали? Which words did you recognize? Какие слова вы вписали в бланки? Which ones did you write in the blank here?
земле. So was the first one город? Yeah. Город. Одеялом лоскутный на ней, город в дорожном петле. And the second one was на городем. What was it? На городем. So just. Плывут And облака. then the third one I didn't know what they said. Тысячи лет, может быть. Yes. Лет. Years. Oh, okay, that makes sense. Would anyone like to read those two lines? Над городом. Надежда? А на городу дом, желтый дом, городу 2000 лет. Ага. Хорошо. Then was the next one солнце? Да. Would you like to read those two lines? Прожитый под светом звезды по имени солнце. Отлично, очень здорово, прекрасно, молодец. Итак, где активнее залог причастия прошедшего времени? Да, причастие, participle прошедшего времени, of the past. Да, вы нашли? Did anyone find it in the text? So we know what the pattern of the active one looks like. Based on what the pattern for the active participle looks like, what do you think a participle that's active but in the past might look like? Looking at the text together, were you able to find one? Bella? Is it растрескался? Супер, отлично, да, правильно, вы нашли. Wait, what Очень line is здорово. It's the first couplet. Oh. Да. Итак, это я сейчас хочу показать наш вот этот PowerPoint слайд. Да. Так, активный залог причастия прошедшего времени. Да? Окей. Так как Белла сказала, растрескавшейся земле, растрескаться, to crack open. So Bella, why when you were looking at this text, why did this pop out to you as something that looks like a participle? Because I know that the past participles are third person plural still. Or they have the v and sh. Looking at the yes, Yeah. exactly. So the ending popped out to you as something that looks to be in a participle form. Okay, so let's read a little bit. Bella, would you like to read this other? This is a word that rarely occurs, but let's look at some more frequently recurring verbs. So Bella, пожалуйста, вот это предложение, пожалуйста, прочитайте и потом второе предложение. Студент, который читал библиотечную книгу, только что ушел. И потом студент, читавший библиотечную книгу, только что ушел. Очень хорошо. И Надежда, пожалуйста, вот эти два предложения. Студент, читавший библиотечную книгу, только что ушел. Или Внизу. студент, который прочитал объявление, вошел в магазин. И Студент, прочитавший объявление, вошел в магазин. Хорошо. So what we're going to do when we make a participle for the why don't you tell me first how you would translate the first two into English, so that before I explain the grammar, you understand how this how the participle is being used. Chicha, Bella? The student who read
the library book Yeah. only to leave? Только что ушел. I would say I know eventually. all those words, but Like left together. it. Но он, Only just. да, он, He just он left. только что ушел. Отлично, да, и это Or какое. she. Да, So хорошо. he just left. Супер, Like just здорово. the Да, и там есть глагол движения с приставком. So just as Bella said, the student who was reading in the book. Да, это причастие. So how to build this? We actually are going to take our verb, читать, and we're going to put it into the past tense because the action happens in the past. And so what you want to do is you want to take the masculine singular form of the verb and put that into the past tense. And even just simply going with our current example, он любит девушку, читавшую книгу. Читал, спрягаем глагол в прошедшем времени, и затем «л» заменяется на «в», «ш», и плюс прилагательное окончание. И, конечно, причастие согласуется вот с этим словом в роде, в числе и грамматике. Читавшую книгу. Посмотрим другие примеры. Okay. So on this slide, I have this is basically the crux of what I just explained. Хорошо? So we just take the verb and we put it into the past tense, but we want to keep the singular masculine form. And if it ends in L, then we just add v, sh, and then our adjectival ending. Now, if it's a verb in the past tense that does not end in L, он нес, да, он нес, he was carrying, then all you will do is add the sh, хорошо? Plus the adjectival ending. Так, дальше идем. Okay, so past active participles in Russian convey the meaning of someone who was doing something in the past. These participles may be derived from the imperfective or from the perfective verb. So if it was an ongoing thing that the person was doing in the past, we would take the imperfective verb. If it was an action done that was completed in the past, we take the perfective. И разумеется, конечно, что активнее причастие настоящего времени, мы, чтобы строить их, мы используем только несовершенный вид. So for the ones that occur, the participles that occur in the present, of course, you're only going to take the imperfective form of the verb. Михаил, пожалуйста, читайте вот это предложение по-русски. Спасители. Спасители, погибшие от радиации в Чернобыле, никогда не будут забыты. So where is the participle that is past active? Погибшие. Да, потому что он погиб. When you put it into the past, он погиб does not end in an L. Поэтому погибшие. Но verb. Bella? What is the infinitive of that verb? Погибнут. Погибнут? Да. What exactly does that mean? Have you ever heard of pogibnut? Yeah. Maybe Mikhail? Скинут. Погибнут. Pogibnut was killed. Perish, right? Was killed. That's the perfective form of it.
Да, хорошо. Идем дальше. Forward that should be reflexive. Возможно. Это могу. Окей. Надежда, пожалуйста. Хорошо. Женщина, собиравшая яблоки, увидела медведя. Мгм. Хорошо. Who was collecting the apples saw a bear. That's great. So who was collecting? So this, in contrast to the previous slide, has a verb that is imperfective. So ongoing action. She was collecting. Здорово. Who was collecting? Итак, чтобы правда, вот точно проверить, как вы освоили эту функцию. So now I'm going to give each of you a sentence that has this active participle in the past. Хорошо, пожалуйста. And eventually what you want to do is you want to take the который sentence and see if you can turn it into one with an active participle in the past. И это вот, да, здесь у нас можно обратиться к этому слайду, если вам нужна помощь. Бела, вы сможете? Итак, сначала по-русски используя который. Он знает мальчика, который играл в баскетбол. Ага. И сейчас он знает мальчика, игравший в баскетбол. Да, это причастие согласуется, да, с субъектом в числе, в роде и в грамматике. Он знает мальчика, окей, игравшего. That's gonna be our, that's gonna be our masculine animate right there. Да. Он знает мальчика, игравшего в баскетбол. Он знает мальчика, игравшего в баскетбол. Хотите, Белла, еще раз, да, пожалуйста, повторите это по-русски. Он знает мальчика, играющего. Игравшего. This is past tense, right? Точно, очень хорошо. Спасибо, Белла. Михаил, ваше предложение? Они радостно смотрели на людей. I think it is You can just do который first, so that we can Okay. all... людей, которые собрались вокруг них. Ага, хорошо. И сейчас, используя причастие прошедшего времени, So собрать, to собравших. да, собравшийся. Okay, so the first clause is, Они радостно радостно, смотрели на людей. Хорошо. Собравшихся. There we go, there's our v. Шихся. Because this is
accusative here. Therefore, remember, it agrees with the first clause in grammar as well. So that's why we have the accusative right there too. Собравшийся, а где? Вокруг Ага. них. Вокруг них. Хорошо. Хорошо. Кто еще хочет читать нам, Грушенька? Do you want me to just give the Katori clause and then give the past participle? Супер. Давай. Okay, Которая установила, and then the past participle. And from the very beginning? Yeah, вы знаете спортсменку, которая установила новый мировой рекорд. Mm-hmm. And then it would be вы знаете спортсменку, установившую новый мировой рекорд. Хорошо. Хорошо, отлично. И Надежда? Используйте который, во-первых, да? Like use it first. Мгм. Я знаю женщину, которая просмотрела современный русский фильм. И я знаю женщину, просмотревшую современный русский фильм. Супер, очень здорово. Спасибо, отлично. Что это значит? Просмотреть? Like as to miss it or Просмотреть. просмотреть? To like start. Прочитать, просмотреть. To watch it. To like, watch all the way it. through. All the way through. Ага. Да. Not to start. Молодец, молодец, super. Okay, so now to test your neuroplasticity, now let's try to go back and forth between the present participles and the past ones. Посмотрите, пожалуйста, на вторую страницу вашего опорного конспекта. Да. Okay. All right, so why don't you take a minute to look over that. Okay, and I'll put this on the screen share very quickly. All right, so Надежда, пожалуйста, у вас есть ответ на А? Хорошо. Белый у вас нет? У вас есть ответ на вот? Пожалуйста. У нас написавший эту книгу, making sure that it's not the other episodes. Отлично. Писатель, написавший эту книгу, живет в Москве. Хорошо. Wait, is писавший? Написавший. Oh, okay. Да. Надежда, why don't you read one more time по-русски? Хорошо. Писатель, написавший эту книгу, живет в Москве. Отлично, здорово. Белла, следующий. Парень, играющего на реале, Да, младший брат. парень – это в именительном падеже. So the parent is just a nominative, which means that the participle will also just be in nominative for its adjectival ending. But Can you say that again? you're right in that it's active form, Wait, can you say that what you said before that again? present. So parent, we're just naming him, nominative. Парень, да, хороший парень, новый парень, да, парень, который играет. So is it just играющий? Супер, отлично, прекрасно, That's what здорово, first. здорово. И, да, следующий, пожалуйста, Михаил. Девушка, интересующая историей, моя подруга по школе. Alright, so here's the interesting thing. Is that not интересующая? Отлично, Грушенька, да, супер. Oh, Okay, so Интересующая?
Да, очень Flexibility. очень хорошо. Шаясья. Да, очень So хорошо. ayasya. Сейчас я пишу на доске. Да. Wait, can we spell that on the board? Можно. A lot of yas happening. My brain cannot. Beautiful world. So present tense это в настоящем времени. Девушка. Okay. Девушка. Интерес. So we have an oval verb. Проспрагаем в множественном числе. Третьего лица. Okay, so present tense, now we put a sh there. Yep. И прилагательное окончание or adjectival ending. So it's just the same nominative. Да какая девушка? Yeah. We just keep that in nominative. Надо добавить возвратный суффикс. Возвратный суффикс, как Надежда сказала. Да. Возвратный суффикс. Reflexive. Возвращение, to return. Возвратный suffix. That's our reflexive ending. And here's the thing. In participles, it will always be ся. Because you know when we use the я интересуюсь, он интересуется, we go between these not ся. If you're using a participle, it will always be, even if you have a soft vowel ending, it will always be ся. Delightful. Delightful, да, спасибо, хорошо. И следующий. Читайте, пожалуйста, вот этот пример. Михаил, пожалуйста. Читайте следующий пример. В этом городе начинают перестраивать дома после землетрясения. Произошедшего здесь. Да. В этом году вы можете перевести на английский, Михаил? So in this city. В этом году It's в этом городе, прощения, в этом городе. In this city, they're starting to rebuild the house after an earthquake. I guess taking place here. And is That took place. that Was taking place. Очень хорошо, очень хорошо. Прекрасно. So that's going to be one of да, произошел, да, происшедший. So it's Wait. Can we talk about the grammar of произошедшее? Да, конечно. Is that the participle? Да. И сейчас я еще раз вернусь так, на этом слайде. Произойти. Сейчас даю экран. И, по-моему, это вот здесь. Okay. So, the form for идти is шедший. So it's just something that you need to remember. The form for идти. So, произойти, прошедший. Хорошо? Отлично. Прекрасно. And then another way of saying, so I took that first example to show you the order that we've been using with participle coming after this antecedent. But if you see further down, there's the original, this example here I originally took from authentic text.
So as it appears in the authentic text, пожалуйста, Надежда. В этом городе, да? Мгм. Хорошо. В этом городе начинают перестраивать дома после произошедшего здесь в прошлом месяце землетрясения. Да. Хорошо. So this just shows you an inverted word order that sometimes you will come across when reading authentic text. So it's the same idea. It's just that после прошедшего, да, здесь в прошлом месяце землетрясения. Окей. И хорошо, мне кажется, что вы освоили эту функцию причастия. И сейчас я приглашаю вас почитать небольшой текст. Вот это наш текст. И текст касается нашей культурной темы. Да, тема – это музыка Виктора Цоя. Да. Мы вернемся к грамматике, но я хочу, чтобы вы тоже улучшили навык чтения на этом уроке. Okay, so let's just read the first couple of sentences here from this text. Mikhail, Zoya любили. Зоя любили в 8-10 х. Зоя пели в 90 х. Zoya любили в Does it mean like the 80s? 80-х годах. Ага. И в 90-х годах. I see. So they're just so it's like It's like our house. years. Мгм. Yeah. Хорошо. Okay. So и в нынешнем 20 веке, В 21 веке. первом веке For его numbers, знают. it's just the last number that we declined. И его знают и поют. Он родился, Михаил? Он родился 21 июня, 21 1 июня. июня. Он родился 21 июня 1900. So just all of them are nominative except for the last one. So just 1962 года. 62 года. Года Мгм. в Ленинграде с 12 лет. 12 лет. 12 лет учился в художественной школе и уже там организовал свою первую группу палата номер 6. После why did they spell it here and not anywhere else? That would have been so much more useful. Whatever. 8 класса поступил в художественное училище, но через год был исключен за неуспеваемость и, возможно, слишком страстное увлечение рок-музыкой. Очень хорошо. I actually done this never together. Oh no, I'm not. Здесь у нас есть перевод. Perfect grade to look at them. Yeah, me too. Спасибо, хорошо. Короткая и яркая жизнь
Надежда? Хорошо. Короткая, да? Хорошо. Короткая и яркая жизнь расцвет, который совпал со временем перемен, разрушение старых форм и поиска нового в жизни целой страны. Цой предчувствовал это время. Перемена еще не начиналась, а он уже пел о них. Отлично, здорово. И вот это припев известной песни. Припев is a refrain. Давайте послушаем, да? Давайте послушаем эту песню. Может быть, вы уже послушали и узнаете сейчас. Да. И был известный фильм, который называется «Аса». Это о рок-музыке из подполья, about underground rock. И в конце этого фильма Виктор Цой, он появился в конце фильма, и он сыграл вот эту известную песню. Сейчас послушаем. Вместо тепла терем стекла, вместо огня дым. Из сетки календаря выхвачен день. Красное солнце сгорает дотла, день догорает снег. На пылающий город падает тень. Требуют наши сердца. Требуют наши глаза. В нашем снеге и в наших слезах и пульсации. Мы ждем перемен. Электрический свет продолжает наш день. Коробка от спичек пуста, но на кухне синим цветком горит газ. Если хотите, можно побед. Сигареты в руках, чай на столе. Эта схема проста, и больше нет ничего. Все находится в нас. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Наши сердца и пульсации. Перемен. Мы ждем перемен. Хорошая песня. Мы не можем похвастаться мудростью власти, умелыми жестами рук. Нам не нужно все это, чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается рух. Страшно что-то менять. Все вместе. Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. Наши сердца и пульсации. Перемен. Мы ждем перемен. Очень хорошо. Да. Отлично, здорово. Итак, песня называется «Перемен». И мы знаем, что перемена
значит change. Требовать, demand. One of those verbs that is followed by the genitive. Требовать чего-то. В припеве, in the refrain, они требуют перемен. So, if требовать takes the genitive, они требуют перемен. Как перевести это? So, working backwards from a known end, we have перемена, слово женского рода. Они требуют перемен. Changes. Any demand changes. They demand changes. Очень хорошо. Это в множественном числе. Да? So, tell me a little bit more. Требуют перемен. So that's our, for the genitive, plural. Is the normal plural of перемена перемены? Перемены. And we just cut it off the genitive? Отлично. Хорошо. So we just take off the "a" when we put it into genitive plural. Молодец. А кто может перевести это припев? Is anyone able to translate that refrain? Кто хочет? Надежда, вы хотите? Давайте. Sure, but let's see, что это значит? Пульсации? Пульсации, вен. Like a heartbeat? Beating. Pulsation. The pulse in our veins. Yes, очень хорошо. Здорово. Надежда? So, and I'm gonna read this the other way around. So, like our hearts demand changes, our eyes demand changes, in our laughter and in our tears, and in like our beating hearts, or in our pulsing veins or whatever. Good, great. In the pulsing of our. Go, The Bella? pulsing of our veins. Да, хорошо. Changes, we are waiting for changes. Да, очень здорово. Прекрасно. И это известная песня. Цой, он написал эту песню в последние годы существования СССР и Советского Союза. Это когда люди требовали перемен. Они хотели новую жизнь, не советскую жизнь в 80-х годах. И это интересно, потому что несколько лет назад, по-моему, 4 года назад, Кирилл Серебренников, известный режиссер, он снял фильм про Виктора Цоя, о его музыке. Лето? Да, лето! Супер! Сейчас я хочу показать вам трейлер этого фильма. Да, трейлер. Сейчас. Можно это You делать? might be able to just tab over or Chrome. Прекрасно. Давайте сначала, так как у меня вот это... Сейчас я сначала хочу показать... Да, давайте сначала трейлер. Давайте трейлер сейчас я покажу вам. Это... Вот. Сейчас я
лето, штаны истерты, как монета, во рту дымится сигарета, и вдруг купаться поддаем. Лето, недавно я услышал где-то. Да, новый современный фильм. Кирилл Серебренников снял этот фильм 4 года назад. И это потому, что в течение последних 10 лет есть протесты. При Путине, да, во время протестов люди, они требуют перемен. Да, и даже, особенно в Санкт-Петербурге, молодежь, они слушают музыку Виктора Цоя. И он опять стал символом свободы, символом, да, нового времени. Что скоро прилетит комета, и что тогда мы все умрем. Очень хороший фильм. Очень хороший фильм. Давайте сейчас, да, я хочу показать вам отрывок из этого фильма. Что у нас? 15 минут. Да? И сейчас да. Хорошо. Так, пожалуйста, посмотрите на вот последнюю страницу вашего списка. Okay. Mikhail, could you read what то, что я подчеркнула? That is in the bold text there. Where? The very last page. Отлично. Хорошо. Вы нашли, супер. Давайте посмотрим эпизод из фильма «Лето». Это действие фильма показывает сложные отношения между рок-музыкой и политикой. Сейчас мы посмотрим это. И у вас есть здесь отрывок сценария. Вот здесь сценарий. You have you have the script, the film script, and a part of it here. И в последние годы существования Советского Союза еще существовала цензура. Да? So, цензура. There's still the existence of the censor. Да, в 80-х. Okay, сейчас посмотрим. Okay. Спасибо. У меня к вам вопрос. Молодец. Ребят, Кто? Мы обсудим, кто она. мы создали это для того, чтобы показать, что рок-музыка — это не кабак и не подворотня, а вы что делаете? Вы ровно в ту самую подворотню обратно ее и тащите. Вот это что такое, а? Я бездельник, о-о. Мама, я бездельник, Я понимаю, что это меня, Михаил Васильевич. Мама, это мое. У вас лирический герой хотя бы сильный, резкий, независимый, а тут что? ПТУшник, Петербургский. Так и есть. ПТУшник тоже имеет право голоса. Чем он плохо? Рабочий класс. Понимаю, рабочий класс. Ну и вы меня поймите. Советский
широкий музыкант должен искать в человеке светлое, занимать активную социальную позицию, да? Понятно. Чего ты кипятишься? Сядь. Здравствуйте. Здрасте. Здрасте. А это Олег. Олег, наш барабанщик. Олег, сходи за компотом, пожалуйста. Песни-то шуточные, сатирические. У нас как раз такого мало. Ну, и это, кстати сказать, не что иное, как социальная критика. Хорошо. А что, например, критикует песни восьмиклассницы? Половую распущенность. Я бы автора хотела послушать. Распущенность. Половую. Хорошо. А мои друзья? Подростковый алкоголизм. А время есть, а денег нет. Тунеядство. Кто она? Кем она работает? Так и запишем. Песни шуточные. Нет, не шуточно. Вить. Компот. Сходи за компотом. Компот. А вам взять еще? Давай, давай. Взять. Да. И пусть выступают. Ну, как раз под влиянием других идейно более крепких групп наберутся сознательности. Ну и вообще хорошо, что поют, сочиняют, делом заняты. Ну да, не будет из них групп россияне, хотя бы пить не будут, наверное. Ну или воровать. Хорошо. Итак, кем работает эта женщина? Вы знаете? Она, редактор. Она редактор. Редактор, что такое редактор? Editor. Editor. Угу. Так. И, так, ответ. Пожалуйста, какая у нее должность? Она, let's see, она работает государством СССР, и она, ее должность это чтобы, like, to uphold какой-то стандарт Да. культуры СССР. Да, хорошо, молодец, Надежда, супер. Да, и у нас A, B and C. Да, она редактор. Она редактор. Угу. Да, кем она работает? So, Надежда, A, B or C? Внизу. So underneath the scenario, underneath the text, в этом действии фильма, кем работает эта женщина? Да. Так, пожалуйста, Михаил, она редактор. Я думаю, она редактор, утверждающий слова песен, которые соответствуют культурным стандартам. Очень хорошо. И как Надежда, да, сказала, да, работа, искусство, текст должен, да, текст должен соответствовать культурным стандартам. It needs to agree with some type of cultural standard, потому что еще, да, в этом времени существует цензура.
И Михаил, он использовал причастие, активный залог причастия. So one more time, Михаил, она... Редактор утверждающий слова песен, которые соответствуют культурным стандартам. Ага, so как перевести это, Михаил? Как это будет по-английски? So I guess she's an editor, approving songs' words of songs, Great, awesome. which comply with the cultural standards. Точно, Yeah, очень so хорошо. She's an editor who is approving, утверждающий текст песни, да, которые утверждающие слова, да, песен и разных песен и слова, они должны соответствовать культурным стандартам. Хорошо, прекрасно. И я думаю, что вы освоили вот эту концепцию. И давайте сейчас, вы понимаете, как построить причастие, активное причастие прошедшего и прошедшего времени и настоящего времени. Вот, это редкое интервью с Виктором. Вот, и идея этого фестиваля, то есть делать все-таки кино, которое будет интересно смотреть людям, мне очень близка. Виктор, а вот в картине «Асса» в финале вы поете песню протеста. После мелодраматического финала, когда красавица убивает, так сказать, своего любовника-мафиоза, который падает в ванну с розами, и, так сказать, жанр, в общем, берет свое. И после этого идет ваша песня протеста. Не кажется ли вам, что тут есть некая спекуляция, специально для интеллектуалов созданная, чтобы они, так сказать, нашли здесь свои какие-то радости? А я не считаю эту песню протеста. Вот. И вообще я не очень понимаю, зачем она нужна этой картине, потому что она выглядит, на мой взгляд, таким вставным зубом. Вот. Вот у меня тоже такое ощущение. Мне кажется, что здесь еще есть момент спекуляции. И новый мафиоза... Хорошо, так что это редкое интервью, и это Виктор Цой, настоящий Виктор Цой. Да. И он говорит о выступлении в фильме «Асса». So when we first heard Pyramid, it was at the end of the film Asa, and for Victor Tsoi, he was commenting on that, about how he felt as though the performance of his song didn't quite fit with the rest of the film. Да, это как отдельно, и не совпадается с сюжетом. Цой сказал, она песня, да, выглядит, на мой взгляд, вставным зубом. Вставный зуб is a false tooth. So it sort of stuck out like a false tooth in the song. Да-да-да. Хорошо, наше время закончилось. Спасибо большое за ваше внимание сегодня. Это здорово, что вы научились построить активный залог причастия настоящего времени и прошедшего времени. Есть какие-нибудь вопросы вообще, которые вы хотите задать? Нету? Хорошо, ну прекрасно. Я чувствую, что вы освоили, как строить, и вы освоили вот функцию причастия. Так что спасибо большое, спасибо за ваше внимание. Да, я сейчас соберу
Заберу ваше домашнее задание. Хорошо. Спасибо. Отлично, спасибо большое. Спасибо. И Михаил, у меня для вас. Пожалуйста. Спасибо, Грушенька. Это для вас, Михаил. Спасибо. Спасибо, очень хорошая работа сегодня. Спасибо большое. Спасибо. Молодец. Да, до скорого. So are we doing interviews this week? Or Yes, and I'll have a sign-up sheet for your OPI, your oral proficiency interview. And we'll do that on Thursday of this week, and I'll circulate a sheet for that so that students can sign up. Thank you. Спасибо. And then it said that it would be sent to an email. Yeah, it'll be sent to me. Great. Okay, and then I'll end this one.